Доброго времени суток вам, мои дорогие подписчики и гости канала. Кто меня не знает, меня зовут Юлия. Добро пожаловать! Сегодня у нас третья часть рубрики Dear Story. Я премного благодарна за ваши теплые комментарии. Мне так приятно и радостно осознавать, что вам эта рубрика полюбилась. И поэтому сегодня накопился материал для очередного выпуска, и начать я его хочу с такого прекрасного события, которое произошло в моей жизни. Одна из Дерс, которая пожелала остаться анонимной, она живет в Бельгии, как и я. Она написала мне письмо в электронном виде сначала и впоследствии прислала мне чудесный подарок, который порадовал меня до глубины души. Он меня тронул и своим содержанием, и своей формой. Дело в том, что она прислала мне настоящий автограф Димаша на такой красивой фотографии. И это само по себе уже абсолютно уникально и неповторимо. И при этом она не поленилась написать в эпистолярном жанре письмо красивым почерком, грамотным русским языком, с прекрасной орфографией, с очень теплым содержанием и посланием, которое я обязательно хочу для вас прочитать, потому что мне безумно приятно делиться своей радостью и осознавать, насколько мир Дерс теплый, воздушный, светлый, чистый и объединяющий. Поэтому начнем сегодня, пожалуй, с этого письма. Затем я зачитаю еще одно письмо, очень тоже трогательную, искреннюю историю. И третья участница нашего выпуска, она пожелала оставить аудиосообщение. Я думала, как его перевести в текст, чтобы зачитать самой, а потом решила, что ничего не может заменить искренние эмоции проживания человека во время того, как он рассказывает сам свою историю. Возможно, вам это покажется долгим видео, я не знаю, сколько это будет по минутам, но я решила максимально не обрезать, оставить, так сказать, практически без купюр. И по традиции я попрошу вас оставаться в рамках вежливости, уважения, эмпатии, симпатии. И если вам покажется это слишком долгим или неинтересным, пожалуйста, не нужно мне об этом сообщать. Человек искренне раскрывает свою душу, подбирает слова. Не всегда это можно сделать в таком резюмированном виде, а иногда это совершенно и не нужно. Поэтому, если это видео долгое, заварите себе чашечку чая, кофе. Можно это послушать во время какого-то отдыха, даже во время отхода ко сну, так сказать. И я надеюсь, что вам понравится сегодняшний выпуск. И буду сейчас читать это письмо от этой замечательной Дерс. Имя у нее казахское, если кому интересно. Ну, она пожелала его не озвучивать, поэтому прочитаем письмо. Здравствуйте, Юлия. Спасибо вам за хорошее настроение и волю к жизни, которую вы дарите своим зрителям. Мой братишка, который живет в Актобе, достал мне настоящий автограф Димаша через его учительницу музыки, так как я сама не смогла сделать это на концерте. Один экземпляр именной для меня, а вторая фотография для моих друзей. Так как в моем кругу нет Дерс, я хотела подарить его кому-нибудь, кто, как я, давно хотел, но не мог раздобыть его автограф. Я надеюсь, что вы захотите оставить эту фотографию в своей коллекции или сможете передать ее тому, кому нужнее. Ни за что. Именной экземпляр оставила себе. Он стоит в моей комнате и помогает преодолевать плохое настроение и ностальгию. Восхищаюсь вашим жизненным оптимизмом и умением найти время на творчество. Вы очень помогаете людям, любящим музыку, Димаша,
или простым кочевником, разбросанным по всему миру. Здоровья всей вашей семье, счастья и процветания. С уважением. Спасибо огромное этой замечательной женщине. Я безумно благодарна и никогда не забуду этот поступок, этот приятный, дорогой сердцу подарок. Ее письмо, ее посыл такой же светлый и чистый, как эта фотография. Не знаю, видно здесь автограф? Вот. Спасибо огромное, дорогая. Не называю имени. Спасибо. И всей вашей семье я тоже желаю всяческих благ. И вам здоровья и долголетия. Следующая история от Дерс по имени Светлана. Здравствуйте, Юлия. Напишу вам свою историю знакомства с Димашем и как он мне помог. У меня был очень тяжелый период жизни. Так случилось, что в течение года вся моя привычная жизнь рухнула и понеслась под откос. Я потеряла все и всех, кто мне был дорог. Жизнь окрасилась в серые тона. Друзья? А что друзья? Оказалось, что это не друзья вовсе, а так, люди, которые просто были рядом с той, у которой все хорошо и кто всегда им поможет. Они просто стерлись с новых реалий, как ластиком. Я стала просто существовать. Ощущение жизни по инерции, когда ничего не трогает душу. Без слез, без смеха, без интересов, просто ходячий вакуум. Наверное, единственные чувства, которые иногда перед сном просыпались у меня в душе – боль, обида и неверие никому и ничему. Я плюнула на себя, забыла о том, что я женщина. В дальние углы полок были убраны так любимые мной в прошлом жизни каблучки, юбочки и платья, косметика и духи. И так продолжалось мучительно долго. В один очередной серый вечер решила посмотреть что-нибудь в Ютубе. Замечу, что в тот период жизни я также перестала слушать музыку. Вообще. Всю. И почему алгоритм Ютуба мне подсунул это видео, до сих пор не знаю. Смотрю, на первой предложенной вкладке мальчик в костюме с очень... Да, сейчас я понимаю, что именно выражение его лица меня и зацепило. Его глаза смотрели куда-то вдаль, и было в них что-то, к чему я, как сомнамбула, потянулась. Как вы, наверное, догадались, это было СОС, славянский базар. Первое прослушивание – шок. Я, наверное, не дышала, не шевелилась, я даже и не поняла, что я только что услышала. Повтор. Еще повтор. Слезы. Мои долгожданные слезы. Наконец я почувствовала влагу на своих щеках. А потом было очень много повторов. Была безобразная истерика и бессонная ночь. Были срочные отгулы на работе и YouTube. Но случилось волшебство. Маленькое волшебство в моей маленькой вселенной. Я нашла свою душу. Она, оказывается, не пропала, не умерла. Она просто забилась в уголок и заснула в ожидании Димаша. После безумных гонок по поиску всех возможных видео с Димашем и о Димаше, после несчетного числа реакций у меня незаметно появились цели в жизни, смысл жизни также отыскался. А главное, я нашла новых друзей, новую семью, где такие же, как я, люди с разных уголков планеты объединены любовью к этому замечательному человеку, к Димашу Кудайбергену. Спасибо Богу за этот подарок человечеству. Спасибо, Дерс, за то, что вы есть. Спасибо вам, Юлия, что открыли эту замечательную рубрику. И напоследок я поставлю вам аудиозапись с откровениями Дерс по имени Ольга. Я надеюсь, что вам понравится. Всем еще раз большой привет.
очень рада всех слышать, видеть, читать. Как и обещала, как и говорила, делюсь своей историей, которую я назвала «Мой путь к Димашу», как было предложено. Ну, на самом деле, я давно уже хотела об этом рассказать, но это такое, как бы сказать, слишком личное и довольно-таки сложно открывать свою душу, оказывается. Наверное, для того, чтобы было понятней, стоит начать сначала. В общем, мне ничего никогда в жизни легко не давалось. За все всегда приходилось бороться. И однажды в моей жизни случилось большое счастье. Я встретила хорошего мужчину. Мы, что называется, были идеальной парой. Я, честно говоря, думала, что так бывает только в кино. Оказывается, нет, как выяснилось. В жизни так, оказывается, тоже бывает. Я по натуре всегда была человеком творческим. Ну и мой супруг меня в этом плане очень хорошо дополнял. Он, кстати, как Димаш, играл на многих инструментах, писал музыку, очень хорошо пел. Вот. Ну, я тоже пела, играла на фортепиано. В общем, творчество для меня – это вся моя жизнь. Вот. Это то, что я люблю, то, что я хочу делать и всегда делаю с удовольствием. В общем, все у нас было хорошо до того момента, как пришла в дом наша беда, и мы узнали, что мой супруг, оказывается, уже давным-давно болен. Узнали совершенно случайно. Это был рак последней стадии. Уже, к сожалению, ничего сделать не получилось, сколько ни пытались. Врачи до последнего сражались за его жизнь, и он тоже до последнего боролся. Но, к сожалению, ни химиотерапия, ни операция не дали эффекта. И когда умер мой супруг, знаете, во мне как будто что-то сломалось. Я полностью забила на творчество. И если раньше я была прям, скажем так, достаточно востребованной певицей, да, я много куда ездила, там выступала, в том числе и за границу ездила несколько раз, и была везде там, на хорошем счету, как талантливый человек, то тут, я не знаю, наверное, да, во мне что-то, знаете, как будто сломалось. Я просто не понимала, зачем мне дальше жить. Я вообще не представляла, как жить дальше, что делать. Вот. Спустя несколько лет, естественно, все это очень большие нервы, тяжело больной человек, ухаживать за тяжело больным человеком, это очень-очень сложно. Я постоянно была на нервах и из-за этого, естественно, заболела сама. И попала на гемодиализ. Честно признаюсь, я, когда попала на гемодиализ, то я вообще... то есть у меня и до этого не было, знаете, было ощущение, что я как будто бы в огромном лесу потерялась. Ох, эмоции. Вот, и просто не знаю, куда мне идти дальше, что мне делать, как мне жить. Вот. И
Когда я заболела, я даже думала отказаться от диализа и просто не бороться. Мне, помню, предлагали трансплантацию, почки, но я отказалась от нее, потому что я ничего не хотела, вообще ничего. Вот. В итоге несколько лет я пробыла на гемодиализе, и там познакомилась с очень хорошим человеком, с которым мы стали очень хорошими друзьями. Прям вот, знаете, что называется, не разлей вода. Причем реально просто друзьями. Вот. То есть он ко мне очень хорошо относился, с уважением, точно так же, как и я к нему. Мы друг о друге там заботились. Мы были в одном диализном зале в одну смену. Вот. И так, собственно, познакомились и подружились. И вот стали друг о друге заботиться. Вот, там ему плохо, я ему там помогаю, мне плохо, он заботится, помогает. В общем, обычная такая взаимовыручка пациентов. Правда, честно говоря, среди диализных пациентов такое бывает не очень часто, к сожалению. Вот. И год назад этот мой друг, хороший, замечательный человек, к сожалению, умер. И, то есть я и так, скажем, была не в самом лучшем психоэмоциональном состоянии, поскольку хоть уже с момента смерти моего мужа прошло, там, по-моему, уже лет 5 или 6 на тот момент, все равно, знаете, когда, ты дальше живешь, да, и чем дальше ты живешь, тем больше ты понимаешь, что за всю твою жизнь сейчас эмоции, сори, за всю твою жизнь по-настоящему тебя любил, и ты любила только одного человека. Вот. А тут еще и этот хороший друг мой умер. И сказать, что я была в депрессии, это не сказать ничего. Я плакала, наверное, не знаю, недели 2 я просто плакала с утра до ночи, с ночи до утра. Даже во сне, когда периодически вырубалась, все-таки и заболевание тяжелое, плюс гемодиализ, вот. И когда периодически вырубалась, то мне даже во сне снилось, что я плачу. Вот. И где-то, наверное, неделю или 2 это так длилось. Я уже сейчас, честно сказать, точно не могу вспомнить. Вот. Я практически ничего не ела, практически не спала. В общем, состояние было, мягко скажем, отвратительное у меня. И тут мне стал сниться, в те моменты редкие, когда я засыпала, мне стал сниться один и тот же сон. Стал приходить ко мне вот этот мой друг и во сне вытирать мне слезы. Вот. И в конечном итоге, где-то, наверное, раза 3 мне этот сон повторился. Причем одинаково. Каждый раз вот одно и то же. Засыпаешь и снится вот одно и то же. И на 3-й раз он мне сказал: что ты ревешь? Вот зачем ты ревешь? Ты меня не отпускаешь, я из-за тебя уйти не могу, потому что ты плачешь. И вообще, говорит, хватит ныть, лучше музыку послушай. Вот ты уже сколько музыку не слушаешь, что такое? И вы знаете, я проснулась, помню, вот я не знаю, как это сказать, с каким-то, знаете, таким четким мысленным приказом, что мне нужно обязательно включить музыку. Вот. Но это был день гемодиализа, и, с утра там было некогда, нужно было быстро-быстро собраться и уехать на процедуру. Так вот, когда я уже приехала на процедуру, я ждала, пока мой аппарат будет готов к работе. Это нужно где-то там минут 20, так вот.
Обычно я всегда сижу спокойно, то есть, ну, как будет готов, так и позовут. Знаете, сижу в коридорчике, там жду спокойно, без проблем. А тут это был один-единственный день, один-единственный раз, когда я просто задолбала медсестру, я задолбала санитарку словами «ну когда?». Вот. Причем они мне вдвоем говорят: ты что, ты куда-то торопишься? Я говорю: да, я тороплюсь. А я не могу объяснить, куда, я не могу объяснить, почему. Ну вот я даже не знаю, как сказать, свербит у меня, вот хоть ты разбейся. Надо и все. Вот. И после того, как меня наконец-таки подключили, я тут же надела наушники. У нас разрешают проносить наушники, телефон, то есть без проблем можно лежать, слушать музыку, там смотреть кино. Ну, в общем, все для людей. Отличный центр, все для людей. Вот. И я включила музыку. В общем, как? Я включила наушники, включила свой плейлист. Ну, не свой, вернее, плейлист, а зашла в приложение на телефоне. И у меня там есть, как это сказать, раздел такой, называется «Рекомендуемые». Ну, рекомендуемые к прослушиванию. И я туда залезла и просто ткнула пальцем. Я даже не читала ни имени, ничего. Я просто ткнула пальцем в первую попавшуюся песню. И запел Димаш. И последней моей мыслью было: вау, нифига себе, какой голос. А потом, сейчас попрет мистика, на самом деле, честно сказать, я не верю ни в экстрасенсов, ни в гадалок, ни в мистификации. Все это очень не люблю, но тем не менее, как было, так было. Поэтому рассказываю, как было. Вот. А потом, вы знаете, в один момент просто все исчезло. Диализный центр, я, люди, которые были вокруг. То есть я как будто, ну, я не знаю, не провалилась, а скорее как будто я взлетела. Причем у меня в этот момент не было тела. Я была чем-то вроде какого-то облака, что ли. Я даже не знаю, как описать, на что это было похоже. И сначала остался только вот... Я как бы оказалась в каком-то белом, очень ярком белом свете. Причем он был очень сильно яркий, очень. Но не слепил меня, что интересно. То есть он не причинял никакого дискомфорта. И был только вот этот яркий свет и звук. Звук, я даже не знаю, на что он похож. Это что-то вроде звона. Или даже не знаю, честно, с чем это можно сравнить. Но этот звук невероятный. Я никогда в жизни таких звуков вообще не слышала. Поэтому я не знаю даже, с чем можно его сравнить и сказать, на что это было похоже. Ну, наверное, ближе всего это будет именно звон. И вот этот звук сначала, который я слышала, причинял мне, и, ну, вот этому вот облачку, которым я стала, такую невыносимую боль. Вы знаете, у меня в жизни было очень много физической боли. У меня было 20 операций. Чего такого у меня не было. Я вдоль и поперек вся изрезанная. Но такой боли, девочки, я никогда не чувствовала. Я не знала, что бывает так больно. Причем болело не тело. Тела в этот момент вообще не было. Наверное, это так болит душа. Вы знаете, наверное, это и болела моя душа. И в какой-то момент этот звук все нарастал. И в какой-то момент, когда мне казалось, что я эту страшную боль просто больше не выдержу, вот, я вдруг, опять же, увидела, да, как будто бы со стороны вот это вот облачко, которым я была, то есть я как бы увидела его со стороны и увидела, что из него, оно как бы вот, знаете, как пополам так разъехалось, и из него вытекает что-то черное, похожее то ли на мазут, то ли на какой-то гудрон, я даже не знаю, то ли на какую-то смолу очень жидкую такую, но оно настолько черное. И причем, что интересно, когда оно попадает вот в этот яркий белый свет,
оно там просто растворяется и вообще никак не меняет структуру, то есть абсолютно никак не причиняет никакого дискомфорта вот этому пространству. Вот. И я не знаю, как долго это вот выходило из меня, вот эта чернота из маленького этого облачка. Честно, не знаю, сколько прошло. Мне казалось на тот момент, что прошло очень много времени. Вот. И потом в какой-то момент я почувствовала, что тот же самый звук, он не изменился, но он вместо страшной боли, наоборот, знаете, стал чем-то таким, я не знаю, как какой-то живительный нектар, как не знаю даже, как что, как сладкий мед, вот как что-то такое целебное, восстанавливающее. Вот. Естественно, когда после этого я очнулась, вернее, меня очнули достаточно грубо, просто оказалось, как выяснилось потом, оказалось дело в том, что когда вот я услышала голос Димаша, видимо, на какой-то момент, я не знаю, может быть, моя душа как-то и правда вышла из тела, потому что, как мне потом рассказывала санитарка, что она увидела, что я сижу абсолютно бледная, просто, как она говорила, ты просто как полотно была белое, с открытыми, широко открытыми глазами и открытым ртом. Она мне рассказывала, что, говорит, я к тебе подошла, звала тебя, ты не отзываешься и вообще не реагируешь никак. И вот она побежала там за врачом, естественно, меня очнули. Вот. Но, конечно же, после такого невероятно... Я сначала, честно сказать, не связала даже с песней это. И не с голосом, ни с чем. Я вообще сначала была в шоке, потому что я не понимала сначала, что произошло со мной. Что со мной такое, что это такое было. Вот. Но когда я снова надела наушники, ну, когда уже как бы все успокоились, там меня отругали, короче, все нормально. Вот. Все пошли по своим делам. Я осталась сидеть на процедуре. Вот. Я надела наушники, и песня Димаша «СОС», кстати говоря, это была первая песня самая, которую я услышала, «СОС», она играла, но она заканчивалась уже. То есть получается, что вот этот вот весь невероятный, это приключение невероятное, оно длилось, видимо, совсем-совсем недолго. Вот. И я поставила эту песню заново, потому что я такая думаю, блин, что случилось? Надо ж, я не слышу, что тут играла-то я. Мне ж голос вроде понравился, то есть я вспомнила об этом, что голос-то мне понравился, а потом куда все делось. Вот. И я заново включила и снова испытала вот это ощущение наслаждения именно не тела, а именно души. Понимаете, вот было такое чувство, что его голос вот через уши, да, как бы прямо к душе идет. И я закрыла глаза, вот, и просто сидела, слушала эту песню, и меня реально выносило. То есть мне вот хотелось просто, знаете, как, ну, закрыть глаза, да, полностью расслабиться и просто забыть вообще обо всем, отключиться. Мне очень этого хотелось. Вот. Но в то же время мне хотелось еще какие-то песни этого артиста найти, потому что, ну, елки-палки, голос мне нравился все больше. Вот. И я, естественно, понаходила другие песни, все это себе закачала тут же, все. Вот. И включила. Ну, у меня это заняло где-то, я не знаю, может быть, там минут 20, потому что в моем вот этом приложении, в рекомендуемых, да, то есть, ну, рядом с песней есть такая кнопочка, написано «Другие песни этого исполнителя». И ты на нее нажимаешь, и он тебе выдает все, что как бы у него есть. Вот. И ты себе можешь закачать, в принципе.
Так я и сделала, и я просто даже не слушая, знаете, просто смотрю, написано Димаш, такая, ага, скачиваю. Ну, в общем, вот как-то так это выглядело. Вот. И потом все, ну, как бы я все закачала, стала слушать. И вот тогда во второй раз меня опять вот так же расслабило, но только на этот раз я уже нормально дышала, я была с закрытыми глазами, я была нормального цвета, просто казалось, что я сплю. Ну, я потом санитарку просто спросила, а я на самом деле снова оказалась, вот я, то есть, стала слушать опять Димаша, и снова оказалась вот в этом невероятном пространстве, в этом белом свете, и снова слышала этот невероятный звук. И на этот раз уже этот звук был, знаете, таким каким-то успокаивающим, убаюкивающим. Вот как будто я почувствовала себя, не знаю, наверное, можно так сравнить, что я почувствовала себя маленьким ребенком, которого взяли просто на руки, вот. И баюкают. В общем, вот так вот. И с тех пор я стала слушать Димаша. И даже был случай, когда я куда-то ехала, включила его в наушниках, и меня опять вынесло вот в это пространство. И я очнулась от того, что на меня орет кондукторша. Типа, девушка, мы на конечную приехали. Ну, короче, типа, выходите, там все. И я даже когда очнулась, и даже не сразу поняла вообще, где я. В итоге получается, что я вообще на другой конец города уехала. И потом пришлось, на этом же автобусе, я просто заплатила еще раз, и пришлось ехать обратно. В итоге я опоздала на встречу, на которую я ехала. Вот. И человек на меня ругался. Но что я заметила, человек на меня орет, знаете, а я стою, смотрю на него, и у меня нет к нему агрессии. Наоборот, мне его даже жалко. Я понимаю, что он меня ждал, там, кучу времени, да. Ну и это на самом деле круто очень, потому что, наверное, я, в принципе, человек не конфликтный, но, наверное, если бы раньше на меня вот кто-то бы начал бы орать, я, скорее всего, тоже бы спустила бы такого нехилого полкана, а поскольку я почти 20 лет пела, то голос у меня, сами понимаете, поставленный. И уж если я гаркну, то гаркну. Мало не покажется. Разбегутся все. Вот. Или сбегутся наоборот. Не знаю. Вот. Поэтому, и помимо того, что меня стало так выносить, да, от песен Димаша, от его голоса, моя жизнь стала меняться просто вот, я не знаю, что называется, по щелчку. Во-первых, я согласилась на трансплантацию. Я встала на очередь на трансплантацию. Вот. И когда в начале года брали у меня анализы, там обследовали меня, смотрели, да, как можно меня пересадку сделать или нельзя, то там были какие-то изменения в органах, одно, другое, третье, и мне сказали, ой, мы не знаем, возьмем ли мы тебя. Но прошло буквально полгода, сделали повторное обследование, абсолютно чистый организм. Мне сказали, слушай, тебе хоть завтра на операцию, ты абсолютно готова. Вот просто, если завтра будет орган, тебе уже можно его ставить. Все, без проблем. Вот. Это самый, по-моему, главный плюс, как по мне. Улучшилось намного мое самочувствие. Вот. Появилось, что самое главное, я снова чувствую себя живой, я снова чувствую, как говорится, себя собой, понимаете? Такое ощущение, что вот, действительно с головы обратно на ноги все перевернулось в моей жизни. И сейчас вот есть абсолютная уверенность в том, что все идет правильно, все идет так, как нужно. И я делаю то, что я
должна делать. Я снова занимаюсь творчеством. Вот. Я снова играю на фортепиано. Я, в принципе, и раньше на нем играла, но вот после, так сказать, тяжелых жизненных событий я все забросила. В общем, ничего мне не хотелось. Вот. Сейчас я снова играю на фортепиано, снова пою, стала снова свои, так сказать, связки развивать, разрабатывать. Все-таки я не пела почти там что-то, по-моему, лет 5, что-то такое, в общем. Да, где-то 5 лет в общей сложности я не пела. Вот. Короче говоря, жизнь просто сейчас реально бьет ключом. Но что еще меня больше радует? Из моей жизни сами собой исчезли люди, причем я ни с кем не ругалась, заметьте, я никому ничего не высказывала. Просто сами собой, в силу стечения определенных обстоятельств, исчезли люди, которые, скажем так, не нужны мне были в жизни. Вот так вот скажем. Вот. И сейчас, во-первых, я безумно рада, что вы все у меня есть, что я с вами познакомилась. И когда первые 2 месяца, когда я слушала Димаша, мне было вообще все равно, кто он, откуда. То есть мне было плевать, понимаете, я хотела, чтобы он пел. Я засыпала с его голосом, просыпалась с его голосом. Я просто не могла, что называется, наслушаться. Да? Я была как человек, который долго-долго шел по пустыне и очень хотел пить. Вот так вот примерно это все выглядело. Вот. А потом я стала интересоваться и вот нашла чат, нашла всех вас. И у меня теперь просто куча друзей, куча единомышленников. Я бесконечно, на самом деле, этому рада. Я вам, знаете, скажу, что у меня никогда в жизни столько друзей не было, сколько у меня есть сейчас. Причем по всему миру, с разных стран, с разных городов. Мы общаемся, мы дружим, мы друг друга поддерживаем. Это настолько классно, это настолько вообще круто, что, я не знаю просто даже. На самом деле, спасибо вам всем огромное, что вы у меня есть. Ох, блин, эмоции. Вот. Я бесконечно счастлива и бесконечно благодарна Богу. А Бог есть, поверьте мне, как человеку, у которого была клиническая смерть. Бог есть. Я ему бесконечно благодарна за то, что Димаш появился, так сказать, в моей жизни, потому что, не знаю, мне кажется, что если бы он тогда не появился, вряд ли бы я долго прожила вот в таком состоянии, в котором я была, потому что, если еще учесть мое заболевание и то, что организм очень сильно из-за стресса истощился, из-за того, что еда в очень маленьких количествах иногда поступала на тот момент. Вот. Наверное, я, скорее всего, просто не выжила бы. Вот. А Димаш, по сути, спас мне жизнь, сам того не подозревая. Вот. Ему, конечно, просто респект и уважуха. Он снова сделал меня мной, снова сделал меня живой, отчего меня каждый день прет, плющит и колбасит. Вот. И сейчас я уже больше года хожу с довольной улыбой. Все говорят: ты что, влюбилась? Ты что, влюбилась? Короче, даже мне там какого-то этого поклонника там придумали. Знаете, как сами придумали, сами поверили. А я такая: да, конечно. Я пыталась объяснить, конечно. Я пыталась даже Димаша показать. Но народ не оценил. Сказали: ой, что там, подумаешь. То есть, я не знаю. Может, действительно для кого-то это ерунда, но вот у меня вот такая получилась история. Даже где-то, наверное, невероятная, где-то, может быть, даже фантастическая. И, я классно вообще. Я так рада, что она со мной случилась. Вот. Может быть, так немного сумбурно получился рассказ. Я тут слегка нервничаю все-таки. Вот, девчонки. Спасибо всем, что вы меня выслушали. Всех люблю, всех целую. Всем пока. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам было интересно. Давайте поблагодарим и пожелаем всего хорошего
тем Дерз, которые делятся своими историями. Я по-прежнему приглашаю вас также сделать этот шаг, написать мне на почту свои истории. Не переживайте о вашем способе изложения, не переживайте о том, что это будет слишком долго или слишком коротко, или слишком откровенно. Не стесняйтесь, пожалуйста. Это так объединяет нас, это так приятно. Почитайте комментарии, насколько это откликается в душах поклонников Димаша и насколько это вдохновляет и мотивирует всех нас продолжать жить, любить, творить и меня в том числе продолжать такую прекрасную рубрику. Я вас очень всех ценю. Спасибо вам большое за поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч!